3, 2, 1. Здравствуйте, дорогие зрители, и с вами Данила. Нет, я не смог получить славную легенду. Нет, извиняюсь, только эпик. Только эпик смог я поднять за эти 6 дней. То есть, как получается, за 6 дней я с элитного воина до эпика поднялся на изи. Почти 90% побед, надо было приложить скрин, но я его не смог сделать. Ну ладно, мне было немножко лень. Ха-ха. Ну, скрины игр вы, конечно же, увидите дальше. Я их все сохранил. Ну, не прям все, потому что их было бы очень много. Но так, более или менее, все скрины самых интересных каток я выложил. Кстати, насчет скринов, ну ладно, немножко попозже расскажу. Ну что ж, давайте проанализируем, было ли сложно или было ли просто. Что я могу сказать? Было просто. Нет, серьезно, было просто. Мне, парню, который поднял славную легенду в соло, было просто подниматься за 6 дней до эпика. Почему так происходило? Потому что... Да фиг знает, потому что я хорошо играю, наверное. Ну или просто раки в команде противников. Ну и такое тоже есть. Ну что ж, самый тяжелый ранг для меня был это... элитный воин и супермастер. Почему супермастер? Потому что я на стриме немножко пофанился, слил себе пару каток, а потом, самое интересное, то есть то, что было, ну, примерно 15 часов назад, ну, по моему времени, конечно же, мне пришлось играть до 4:30 ночи. Ради вас, да, мне пришлось играть до 4:30 ночи, а потом вставать через 4 часа в школу. Вот так вот получается. Почему так произошло? Потому что, как вы знаете, остался один день. Я сейчас не знаю, у вас ли уже дались награды за ваши ранги. Но мне было страшно, то есть, а вдруг я утром проснусь, а ранги уже раздали. Ну и мне было немножко обидно бы. Поэтому я решил добить и лег вот так вот поздно. Что хотел сказать? Насчет статистики. Вот в последнем скрине вы видите, как против меня играет Аукарт. Вот, кстати, на данный момент. Этот парень играет чисто по моей сборке, чисто по моему гайду. И мне было очень приятно, что против меня попался такой соперник. А это же шанс, ну не знаю, 1 на 100 или 1 на 200. И мне повезло. Парень задавал мне прямо во время катки какие-то вопросы, и я на них отвечал. Мне было приятно видеть то, что люди правда используют это. И я не просто так делаю свою работу, и мне не просто так платят за это какие-то деньги. Было приятно, правда. Ну, чисто такое человеческое удовольствие получил. Вот так вот. О чем хотел еще вам рассказать. Аукарт. Стоит ли его покупать для поднятия ранга? Я считаю, что стоит. Сейчас я объясню свою позицию. Смотрите, Аукарт, он одиночка, правильно? Он 1 на 1 очень силен. Что это значит? Что когда он выходит на ганге, он может 1 на 1 против соперника, который стоит на линии, победить. Почему? Потому что он фармит лес и получает неплохой заработок и очень быстро получает 4 уровень. Тем самым, получив 4 уровень, вы можете быстро выйти на ганг и уже с ультой дать какой-то килл. Ну или помощь, но я вам советую фармить. Пока Аукарт, ну по моей сборке, не получит Джалатора, зуб жадности и сапог, для меня он бесполезен. Нет, серьезно, для меня он бесполезен. А как только он все соберет, да, Аукарт становится имбой. Просто все ганги становятся удачными. Но это еще благодаря мести. Кстати, месть! Месть просто жуть. Она мне так понравилась. Сейчас также объясню свою позицию. Смотрите, месть. Вы всегда знаете, что вы добьете свой баф. А это важно. Также вы всегда знаете, что благодаря мести вы быстро заберете лесного крипа и быстрее поможете команде. Ну, если вам вдруг нужен баф и вам нужно быстро помочь команде, с местью вы это сделаете очень-очень быстро. И еще, новая плюшка, ну не знаю, насколько она новая, для меня она была новой. То, что месть можно кидать на врагов, замедлять на 75% и также наносить какой-то маленький урон. Но на 75%, офигеть, это ганг может быть удачным. То есть вы прожимаете все свои спелы, нажимаете на месть, и снова у вас откатились спелы, и вы снова наносите урон, а враг не успел добежать до башни.
По моему мнению, это очень-очень классно. Фух, выговорился. Было немножко потно, потому что я до сих пор болею, но ладно, это уже мелочи. Хотел вам напомнить про стрим. Да-да-да, стрим в каждом видосе. Стрим на тему Международная арена будет в субботу. Мы посмотрим, как наша будет играть против украинцев. Мне кажется, будет интересная заруба. Так что приходите. Кстати, этот стрим будет поститься в официальной группе ВКонтакте, и туда придет много людей, и вам будет с кем пообщаться. Так что приходите. Ну а если вы хотите сыграть со мной, да-да-да, конечно, со мной можно поиграть, то вам нужно прийти на стрим в воскресенье. И там я буду играть с подписчиками. Так что я вас жду в воскресенье на стрим. Будем мы играть, танцевать, а вебку еще я не получил. Так что пока что танцевать не будем. Но в ближайшее время, потому что посылочки потихонечку приходят с Москвы. И я смогу ее забрать, и наконец-то мы поиграем с вами с вебкой. Ну что ж, эта катка, ну, я был уставший, вы понимаете, последняя катка. Было уже 3:30 ночи, я устал. Ну что ж, это самый прекрасный момент, когда из одного ранга проявляется другой. Ну вы просто посмотрите, как это прекрасно. Классненько. Ну что ж, ставьте лайки за то, что это был такой сложный видос. А так, всем пока.